Часов и 4 минуты, 3 минуты на часах в нашей мини-студии. И мы сегодня приветствуем вас на канале Школа видеоблогеров, где мы расскажем, это я и моя команда, которая готовила этот стрим для вас, готовила материалы и сейчас присутствует в чатах, дабы вам было удобно и комфортно общаться и задавать вопросы. Правила чата вы видите вверху, правила стрима вы видите вверху. Я надеюсь, меня слышно и видно. Да, уже вижу обратную связь, что слышно и видно. Я не буду вас заставлять там писать плюсики, там пятерочки, семерочки, потому что время дорого. Мы сегодня расскажем и покажем то, что делаем редко, потому что мы решили все-таки помогать продвигать детские каналы. Помогать продвигать детские каналы, но не монетизировать. Вот я, потому что я не знаю, когда пока. Вот. Но для того, чтобы у вас получился хороший детский канал, необходимо сделать ряд последовательных действий. Сегодня у нас среда, и по средам у нас оптимизация. Это как продвигать, как делать теги, как продвигать, как вообще, как заниматься оптимизацией канала, как заниматься оптимизацией видео. И сегодня мы поговорим на тему оптимизации видео, детского видео. Оно ничем не отличается, ну, кардинально и глобально от других, но есть нюансы. Да, просто потому, что аудитория у детских каналов в большинстве своем она детская, и детям и их родителям необходимо давать интересный и, главное, полезный контент. Поэтому сегодня мы будем говорить про полезный контент для детского канала и, соответственно, продвижение его. Начнем с чего? С чего я хочу начать наш там, допустим, да, чтобы вам было понятно. Друзья мои, я вот сколько обучаюсь, сколько сам обучаю, сколько я обучаю, я понимаю, что многие люди, они даже не научены учиться. Надо учить себя учиться. Вот вы что-то смотрите, вы применяйте сразу к себе, вы применяйте сразу к своему каналу, да, и сразу пробуйте, потому что если вы сейчас это не попробуете, то в одно ухо влетит, другое вылетит. Учитесь учиться, записывайте на полях, везде, 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 вы должны писать и учиться и сразу применять. То, что вы не применяете, вам сейчас кажется, вау, круто, а дальше вы забыли. Это со всеми, потому что вы не компьютер. И ваш мозг, он не может держать в памяти огромное количество всевозможных действий, да, либо там чего надо сделать. Именно для этого так популярны различные ежедневники, CRM-системы и прочие интересные вещи. Итак, что бы я хотел сегодня вам донести, что бы я хотел сегодня вам рассказать. Давайте я угадаю, вот просто угадаю, да, как вы развиваете свой канал. Назовем это в 5 этапов. Этап номер 1. У вас есть идея, откуда она взялась? Вы где-то увидели, у Маши есть канал, и Маша делает замечательный канал, и ее дети купаются в роскоши. Они покупают там себе что угодно, пятое, десятое, им интересно и весело жить, и мама с папой вместо работы там на заводе, в фирме, в компании, они все время проводят с детьми. Это ли не счастье? Это очень крутое счастье, потому что вы в кругу семьи, вы вместе путешествуете, и вот у вас идея, и вы находите референс. Ну, давайте так, чтобы было проще по-русски, пример. Вы находите пример, на кого вы равняетесь. И что вы видите на том примере, да? Соответственно, этап номер 2 в вашей, да? Они же снимают видео о жизни их семьи, правильно? Жизнь. Потому что вы видите, что их ролики, где Машенька пошла в магазин, Машеньку выгнали с уроков, Машенька заболела, ролики набирают миллионы просмотров. И вам почему-то кажется, что это круто. И что вашу доченьку, либо вашего сыночка тоже будут смотреть. И, соответственно, вы начинаете копировать. Это нормально. Потому что там лайфстайл-блог, там семья развлекается, дети смотрят, и вы себя успокаиваете. То есть 3-й этап, у вас ничего не получается, да? Этап разочарования. То есть вы разочарованы.
Потому что ваши ролики с вашим замечательным ребенком, я ни капли не сомневаюсь, как отец троих детей, что у меня тоже замечательные дети, самые лучшие дети, да? То есть с вашим замечательным ребенком почему-то никто не смотрит. Вы снимали, вы делали сценарий, вы разрабатывали, вы делали монтаж, вы даже заплатили деньги за упаковку этого ролика, и он гораздо лучше. И все говорят о том, что он лучше, чем у рефери, ну, у примера, да? Но он не стреляет. Он не стреляет, и у вас здесь, получается, не идет. И на этом этапе, вот на этом этапе, на третьем этапе, очень многие из вас опускают руки. Вот прямо опускают. Есть четвертый этап. Рывок назовем его. Да? Вот есть рывок. Вы говорите, вот я это с примера беру. Я это беру не с головы, как многие теоретики, да, это я вижу, как вот, как ломаются людские судьбы. Вы берете, как вот пришла к нам Марья Ивановна, говорите, я сейчас куплю за 200 тысяч рублей курс, и у меня уже будет прыжок из нищеты. Я выпрыгну там, я готова там, да, идут там в кредит, там берут там, да, наверное, не рывок, а назовем это прыжок из нищеты. Ну, просто перепитывать не будем, да. И вот здесь начинается, я назову это по-простому, чтобы вам было, коллеги, понятно. Это называется слив бюджета. Неважно куда. На курсы, на рекламу, на посевы, на коллаборации. Просто вы берете, сливаете бюджет. Так всегда, вот всегда, без вариантов, да? Бывает так, то есть пятый этап вашего развития канала, да? Есть проблеск, да, назовем это там проблеск. Вы набираете там 30 тысяч подписчиков, у вас все есть, но опять какой-то спад, потому что у вас получается такая вот волна. То вы на подъеме, то на спаде, да, то есть, ролик набрал там 20 тысяч просмотров, круто, следующий ролик выходит, он набирает 12 там, 12 тысяч просмотров, следующий набирает 300. И вы уже понимаете, что вы куда-то не туда идете, потому что то у вас вы в разочаровании, то вы на пике, то опять, то сюда, а то опять. А почему? А вы не анализируете. Вы здесь полагаетесь на удачу. Да? Дальше, то есть вот у вас шестой вариант, у вас опять разочарование. Да? И здесь у кого-то хватает денег, начинает закрывать дырки деньгами, да, но почему? Потому что у вас качественные подписчики, они у вас приходят и из-за недостатка качественно, по их мнению, контента, они уходят. Почему? Потому что вы не сделали, тут у вас там, да, анализ. И вот здесь у многих начинается затык. Вот, понимаете, я вижу, и вы видите, какое огромное количество детских каналов растет, как ком, да, потому что это в тренде сейчас, да, и это вот на этом очень многие зарабатывают, ну, серьезно прям зарабатывают, потому что это, ну, я вижу, когда ко мне приходят мамочки там, папочки, да, я вижу, что они уже готовы отдать денег, причем нормально денег готовы отдать, да, причем так вот, потому что им надо рассказать сказку, да, волшебство, чтобы они поверили, что да, это все будет хорошо, да, у вас будут миллионы, да, ну а дальше там трава не расти, потому что, ну а что вы ждете, да, поэтому. И вот вся эта история, она в таком вот находится коматозе, потому что у вас не было изначально подготовки. Начальная подготовка это очень важна. Почему? Я даже знаю почему. Потому что у вас в школе и у меня в том числе со школьной доски мы жили по алгоритму. Как он называется? Алгоритм. Как он называется? Если ты будешь хорошо учиться, ты поступишь в институт. Если ты поступишь в институт, то у тебя будет диплом. И тебя, если у тебя будет красный диплом, то тебя возьмут на работу, и ты будешь хорошо зарабатывать. Это был алгоритм, который работал.
Потом наступает капитализм, и у нас ломается алгоритм. Что это значит? У нас ломается само понимание того, что мы приходим на работу, а у нас даже не спрашивают нашего диплома. Им по барабану, потому что им важна наша навыковая модель, что мы умеем. И говорит, ладно, диплом, потом принесешь, ты покажи мне, что ты умеешь делать. И вот этот момент на этом этапе, он очень важен, да, и у нас тут ломается алгоритм. Так вот, мы здесь идем по алгоритму, потому что у нас кругом, нас общество сделало из нас такой алгоритмию прямо. Почему? Как это вообще работает, да? Потому что нам говорили, что типа вот ты вырастешь, потом выберешь себе семью, там жену, не знаю, там, да, она выберет себя, вы поженитесь и будут дети. Но сейчас многие живут, грубо говоря, даже не поженившись, с детьми счастливее, чем те, кто поженившись. Тоже ломается алгоритм, правильно? То есть в этом формате, то есть, а почему? У нас здесь, мы думаем, тут тоже алгоритм, что мы увидели здесь идею рефера, ну, например, и думаем, я могу лучше, причем мы еще видим везде примеры там какие-то хорошие там, да, потому что нам подсовывают удача там тебя там туда-сюда, купи курсы, купи это, купи консультацию там и стань там, да, хватит там сидеть на диване там, да, и мы видим технологии растут. И вот здесь, на этом этапе мы забываем про самое главное. А что у нас, коллеги, самое главное? Мы начинаем здесь работать, мы начинаем снимать. Узнали себя? Вы сразу начинаете снимать. Вы такие, о, это же легко, мы сейчас. И у вас тут вот, посмотрите свои каналы. У вас там от 5 до 12 роликов такие, что прям стыдно. Потому что они сделаны нахрапом, то есть вы их сделали, эти ролики, да, там бам, а потом думаете, ну мы сейчас вот наснимаем, да, очень часто это все почему? Потому что помним нашу модель. Мы должны любую идею протестировать. И в случае с детским контентом у нас нужен не интересный контент, потому что вы даже не понимаете, кто ваша целевая аудитория и кто ваш конкурент. А нужен полезный контент. Полезный контент. И только потом любой. Потому что дети, они, грубо говоря, у них привычка. Помните, я говорил на стриме, что у меня главный конкурент это привычка. Потому что многие привыкли смотреть другие каналы, и вам будет очень тяжело их с этих каналов забрать. Так сложились звезды. И именно поэтому вот замечательное изобретение это пульт, да, там программируемый, очень крутое, да, потому что когда вы там первый канал на первой кнопке, на второй канал, там, да, на третий, да, и выходит новый канал, но люди на него не нажимают, даже если он будет в 1000 раз лучше, потому что им лень программировать пульт. Они привыкли смотреть вот это вот все трэш. Очень, смотрите, у вас то же самая ситуация, а дети и их родители, они точно не хотят ничего менять. Они случайно увидели хороший канал и все. Вот с этим вам надо, у вас тоже главный конкурент это привычка ваших зрителей смотреть другие каналы. И вы должны сделать все возможное, чтобы они перешли с этих других каналов к вам. А что для этого надо делать, коллеги? Прямые и непрямые конкуренты и делать их анализ. Мы должны сначала, да, потому что вот в конце у нас только написано, с чего стартовать. То есть я все время учу и рассказываю вас, да, в школе видеоблогеров, что надо стартовать всегда после анализа конкурентов. То есть мы сначала выявляем потребность в нашем контенте, а какая мы даже не можем сформулировать. Я говорю, расскажите мне своими словами, что вы будете нести миру своим каналом. Ну, моих детей. А почему ваши дети интересны миру? Ну, потому что вот они хорошо играют. И вот вы попробуйте себе, да, отвечать, а почему вы считаете, что они играют лучше, чем другие дети? И вот эти вопросы, они приводят вас в тупик. То есть я их не задаю почему очень часто, потому что я понимаю, как тяжело осознавать то, что и я, и мои дети это просто лишь статистическая погрешность. Ну, то есть мы есть и есть, нету. Мы же, ну, но мы не избранные. И то, как делали другие детские каналы, там был до этого титанический труд. Просто и там были другие условия, понимаете?
абсолютно другие условия. Я сегодня вот рассказывал на консультации, что раньше вот я видел, реально видел ролик, который набирал там десятки миллионов просмотров, где рисовали там картины, извините за мой французский, там фекалии. Да, попробуйте сейчас похожее сделать. Да, там вот, или попробуйте напугать своего ребенка, да, а раньше это ржали все, потому что это было ржачное, смотри ржачную ржаку, и там мальчик выходит с комнаты, его бах, и он пугается, там все ржут и делятся, там, смотри, это круто. Но сейчас это не работает, сейчас работает полезный контент, потому что раньше был интересен шок-контент, а теперь полезный контент. А создать полезный контент без контент-плана невозможно априори. Понятно, да? И, соответственно, чтобы начинать то есть начинать оптимизацию своего канала, надо начинать с самого начала с понимания, есть ли потребность. Может, надо поменять немножко. Может, вы будете с детьми своими учить лепке, понимаете? Может быть, вот я буквально там, не знаю, сегодня, вот я когда консультировал человека, да, что я ему сказал? Вот сегодня мы с ним нашли пальцем в небо, и я читаю. Большая книга подготовки руки к письму. Понимаете, то есть вот первоклассники и вторые там старшие группы, они перед тем, как писать ручкой, чтобы там мы писали, наши пальчики устали, да, они вот книжка дает там Клёпа, да, там Степашка, там чайка летит над водой, развивается, играет, там, да, коллеги, это все нарисовано. Мурзилка там какой-то журнал, все. И там 25 уроков. Вот вам 25 идей для 25 роликов. Что это значит? Это полезный ролик для кого? Есть ли потребность? Конечно, есть. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок не отбила охоту к это как его каллиграфии, чтобы хорошо писал, да? А как нет? Когда у него ручки размяты, когда у него все натренировано, когда он готов к этому всему. Помните, как многие пишут, да, они разминают руки, а дети, они приходят и не устают, у них рука затекает, им не нравится. Потребность есть, вы попали в боль. Понимаете? Вот. Здрасте, здрасте, здрасте. Вот. Вот у нас уже с клуба приходят, с нашего закрытого, да, то есть вот мы поэтому, вы попали в боль, потому что есть потребность, да, то есть, соответственно, мы там уже можем, это как его, и там же есть, это уже готовый контент-план, да, вот не низок, не высок, на полянке теремок там, да, и вы же можете это все, вы и ваш ребенок. Показали, вы, ребенок показал, чайку полетели, показал, да? То есть первый урок разминаем. Почему? Попадаете, я просто пальцем в небо показываю вам. Этот полезный. И какой охват у вас. А дальше взяли и привели это на английский язык. Огромнейший охват. Что вы снимаете вместо этого? Вы снимаете какой-то трэш. Вы снимаете там, мы с Машенькой кушаем кашу. Вы кашу будете, вот смотрите, есть Алла Борисовна Пугачева. И вот когда какой-нибудь там таблоид, либо желтая пресса напишет там Алла Борисовна, там Пугачева жрала кашу руками, то все будут смотреть. Почему? Потому что она уже звезда. А если напишут там, не знаю, там Грушинин Петр там Сергей кушал кашку руками, ну, я думаю, посмотрите, там человек 5 от силы, потому что никто не знает. И в этом кроется вся история. Вот то, что я сейчас вам рассказывал, вы начинаете оптимизировать то, что оптимизировать не надо, потому что оно не продвигается, потому что оно не интересно, оно не решает ничьи потребности. Какую потребность решает ролик с вашим ребенком? Вашу. Ну, еще забыл, вашей бабушки, наверное, там свекрови, да, ну, скорее всего, где-то отчасти крестной мамы и двоюродной сестры. Все. Ну еще, я вам открою секрет. Я снимал роликов 10 для детских садов для своего сына, да, вовлечение очень низкое, практически никакое, да. Более того, люди, я ожидал, что будет некие желание поделиться, нет. То есть в группе там 12 человек, никто не делится. 2 поделились видео, 2 из 12. Все, просто.
Понимаете? То есть итого, ваше видео с вашими детьми, с вашей семьей интересно только вам. И буду смотреть его с интересом, пока только вы сами. И как бы вы не оптимизировали свое видео, оно не решает потребность. А потом мы готовимся к тому. И вот я сегодня рассказываю вам базис, вот то, что фундаментально. Понимаете, вы не научились алфавиту и уже пошли решать там, дописать изложение, да, по там Вишневый сад. Понимаете? Или пытаетесь пересказать «Войну и мир». Вам надо базис понять, что вот сначала потребность, а после этого готовы ли платить нам, потому что мы же про деньги. Мы хотим, надо понимать, чтобы с ребенком улететь в Таиланд или там, не знаю, куда-то еще там, да, в Европу, это нормальный бюджет, хороший бюджет. Причем вот и вы пока за свой счет не сможете ездить, а сможете, то это недолго. И очень многие люди сливают. У нас, помните, там есть план, где мы сейчас говорили, да, где слив бюджета идет. Вот на этом этапе. То есть, когда у вас, как это, вы такие, все, открывается второе дыхание, я решила, я ради своего ребенка, это вот на этом очень круто играть. Я ради своего ребенка пойду на все, и там, знаю, квартиру продают, понимаете? Продают и сливают так, что прямо потом приходят ко мне, там, к другим, и говорят, вы знаете, я вот в этом месяце там 200 тысяч на рекламу вложила и ничего, вот там, да, там вот, и мы там какие-то там совместные конкурсы, там какие-нибудь там это, потому что вот мы там делали посевы. Одна умница у Бузовой купила в Инстаграме, там, ну, вообще крутяк. Ну, денег много, можно что, можно шикануть, а дальше ходить и плакать. А почему? Потому что у нас готовы ли платить нам. А теперь задайте себе честный вопрос. Готов ли кто-то платить вам за то, чтобы вы рекламировали его? Готовы? Когда? Вот тут важно понимать, чтобы у вас было честные ответы самим себе, потому что вы обманываете себя и обманываете своих детей. Надо, вот я, извините, я правду говорю. Да, я хотел бы вам сказать, все будет прекрасно, все будет хорошо, мы Нет, ничего не будет хорошего. То есть вы изначально должны понимать, да, есть ли потребность в вашем контенте, готовы ли вам платить стоимость привлечения и можем ли мы это честно для себя ответить, да, а дальше уже какая базовая ценность, куда мы переходим с этой базовой ценностью, понимаете? Ну вот. Что у нас получается, допустим, с этими ручками? Какая базовая ценность? Безопасность, а еще удовольствие, а еще, ну не знаю, еще может быть какая-нибудь экономия времени, да, потому что мы хотим, родители, мы очень хотим, чтобы наши дети, когда писали, не уставали. И вы им говорите, что вот у нас там есть там момент такого плана, что мы сейчас сделаем там урок там по тому, как правильно, это же элементарно. Но есть огромная куча каналов, как это все, там не знаю, как мы играем, да, но нет мало такого образовательного, как помочь, как сделать, как найти, как улучшить, как ускорить, как вовлечь. Вот сейчас Федор плохо пишет, знаете, плохо пишет, но у него он быстро пишет, как доктор, как министр, да, он там трин, он отличник, он знает, что он отличник, и он пишет быстро, да. Мама садится его, что делает? Она не говорит ему, что вот садись, пиши там прописи. Она садится и пишет прописи сама. А он видит, помогает ей, начинает сам, то есть вовлечение. Я говорю, вот такие ролики надо писать. Понимаете? Потому что мы такие, садись, пиши там, да, там, то есть вот как это, по-мужски надо заставить. Да? Вот такого помогающее. То есть и мы уже дальше считаем базовую ценность, постоянные переменные расходы, прямые, непрямые конкуренты, варианты целевой аудитории, то есть кто нас будет смотреть, и только потом с чего начать. После этого всего, только так. А у вас, коллеги, как происходит все это удовольствие? У вас уже, как это говорится, вы сначала в бой, ну чисто по-русски, мы сначала идем в бой, а потом мы уже разбираемся, мы там поймем, надо ли нам это, хватит ли у нас там денег на это все удовольствие, а потом мы пойдем и уж там мы разберемся. Правильно, да?
Я поэтому говорю, что я вот знаю, как правильно. То есть надо тестировать, находить свою нишу. Находить свою нишу и адаптировать ролики к этой нише. Например, давайте, чтобы было на примерах, чтобы вам было чуть-чуть интереснее, потому что я думаю, что нотации и морали уже устали. Александр Жорник. Это не Александр Жорник, это не запись ни разу. Друзья мои, все, кто говорит, что запись, да, вот попробуйте прийти на стрим и задайте прямые вопросы, да, я отвечу, потому что смотрите, а у нас стримы, они идут каждый день и существует огромное количество желающих, не веря в то, что, ну, потому что так же всегда происходит, говорит, а ты что не можешь? Я могу, но это же не стрим, это же запись, это же в записи крутят. Друзья мои, это прямой эфир. Сейчас 20 февраля, 7 часов 29 минут. Понятно? Спасибо, коллеги. Итак, что делать? Допустим, у нас есть, давайте пойдем, у нас есть контент, да? Мы разбиваем его на как? Развлекательный, образовательный и вовлекающий. Поначалу у вас вот здесь развлекательного контента, как я считаю, да, должно быть 10%. Образовательного 80%. И вовлекающего, ну, пусть, наверное, 5%. Что такое развлекательно? Это там мы пошли в парк, мы пошли там туда, мы пошли сюда, там 5-10, как мы там покушали. Образовательный. Вы на примере своей семьи показываете другим семьям, как надо. Неважно что, как делать домик для куклы, как шить штанишки для медведя, как размять ручки перед этим, как приготовить пельмени вместе с детьми, да? В разные ниши заходите, понимаете, в разные, то есть кулинария, делаем пельмени, да? Новый год, соответственно, делаем, украшаем елку, 8 марта лепим, это как его, цветочки, да? 23 февраля готовим папе подарок, да, вот как, ну не то что, знаете, какая у вас ошибка глобальная? Вы говорите, что вы готовите папе подарок, а еще многие делают совершенно фатальную ошибку. Они говорят, мы пошли и купили нашему папе iPhone. Круто, очень круто, да? Как правильно? Делаем папе подарок своими руками, снимаем удивление папы. Да? Для чего? Чтобы другая мама показала, сказала, смотри, вот пример, да, девочка или там мальчик сделал папе там, допустим, самолетики из бумаги, получилось круто. А давай покажем нашим детям, как делать самолетики из бумаги. Понимаете? И вы начинаете образовательный, а вовлекающий контент чуть-чуть там, да, там такого ролика там типа здравствуйте, ребята, что бы вы хотели увидеть еще такого вовлекающего к себе. Понимаете, как это работает? И вот это все изначально вот в таком, а вы 90% начинаете развлекательный контент сюда 90 и сразу фаталити. Потому что никто не смотрит. Нет, его снимать весело, я не спорю. Играться в ванне, пузырьки и топить кораблики очень круто. Ну, это интересно. И у вас, вы путаете home-видео, ну, домашнее видео, да, вот с YouTube каналом, с заработком. И я про деньги, я про заработок. Понимаете? Потому что здесь вот надо, грань, она очень тонкая поначалу, потом понятная. Я вам говорил, я вот сейчас в клубе видеомаркетологов покажу вам на примере, как вот на любом канале, как, если посмотреть, как они делают с самого начала. Там же с самого, и это все удовольствие длится образовательное. Не неделю, не 2, а год, а то и 2. А вы считаете, ну это тяжело, потому что надо сценарий писать, это надо готовиться, это надо такая, ну это серьезная работа. Но если бы было так легко, этим бы занимались бы все. Понимаете, как это работает? Понятно, да, с большего хотя бы. Теперь переходим к практическим занятиям.
Где наша практическое занятие? Ну, давайте пойдем. Вот. Наш сегодняшний лист. Что делать? Надо для себя понять, то есть прежде чем продвигать детский контент, надо понимать для себя, что есть два типа оптимизации, два типа подготовки ролика. Допустим, мы уже начали снимать, мы уже поняли, мы сделали контент-план, мы по контент-плану уже там прошлись, написали ключевые слова, пятое, десятое, мы начали. Что делать? Надо понимать, четко для себя нарисовать, что есть два типа оптимизации, как в сайтах. Вот моему коллеге, который сейчас держит канал детский и у нас в клубе видеомаркетологов, да, ему будет понятно. Но сейчас вот надо чуть-чуть сбить прицел, да. То есть у видеоролика есть внутренняя оптимизация и внешняя оптимизация. Что значит внутренняя оптимизация? Давайте я вам на примере скажу. Допустим, есть у ролика тайминг, и ваш ролик идет 300 секунд, 5 минут, правильно? Но вы в самом начале совершили фатальную ошибку, вы не показали, про что ваш ролик, или не рассказали. Как здесь может быть? Здесь правильно, наверное, я не знаю, ну я попробую так, да, правильно сделать какой-нибудь там 15 минут, 15-секундный обзор, такой нарезку интересных моментов из этого всего, понимаете? Или сказать: здравствуйте, коллеги, коллеги, здравствуйте, друзья, сегодня мы узнаем, как размять ручки для нашего малыша, чтобы когда он занимался правописанием, у него не заболели пальчики. И это куда круче, чем мы писали, наши пальчики устали. Смотрите и помогайте своему ребеночку писать. 15 секунд. И дальше дали контент, а дальше призыв. Это внутренняя оптимизация. Я не открою какой-то тайны, если скажу вам о том, что YouTube сравнивает, как называется ролик, если там ваши ключевые слова, теги в этом ролике, ну, да, проговариваются ли они там, в каком количестве, в каком в каком порядке, да, вот. И он понимает. А теперь смотрите, внимание, самый такой еще один момент. Если мы этот параметр не учитываем, если мы минуту несем ахинею, говорим: здравствуйте, друзья, в этом ролике мы со своей женой Машей решили вам показать, как хорошо учить деток, бла-бла-бла, а еще вот наша доченька Ириночка, звездочка наша счастливая, которая там радостно там, или привет, друзья, сегодня рада там, и все. Что бы вы ни делали дальше, внешние параметры уже ерунда, понимаете? Потому что у нас внутренний ролик, его не смотрят, у него показатель просмотра низкий, а вы не анализируете. Помните, когда вы доходите здесь, у вас нет анализа, вы даже не знаете, что вы, когда люди приходят, у вас смотрят, к вам пришли, а потом раз на спад, и уже если здесь ваш ролик посмотрело там, допустим, с начала до 15 секунд, допустим, 100 человек, то уже с 15 секунд до там 30 секунд уже 40 человек, а потом 5. И что бы вы ни делали, уже все, понимаете? Вот вы для 5 этих что вы делаете? Оптимизируете, да хоть вы там золотом его посыпьте, этот ролик, он не пойдет, понимаете? И дальше, то есть вы должны сначала внутренне оптимизировать, чтобы он был красивый, яркий, смотрибельный, да, чтобы, а уже потом внешняя оптимизация, да. И тут начинается, что значит внешняя оптимизация. Тут уже влияет все, CTR вашего значка, CTR вашей заголовок, то, что написано на значке, да, описание, теги, метки, там вот, где вы разместили его, да, какие ссылки на него ведут, на этот ролик, да, откуда на него переходят, сколько его смотрят, сколько раз поделили, сколько раз лайк, и это уже внешне. Но многие вот в этом варианте вы сразу начинаете внешне, а потом такой трэш. Вы пишете такие теги,
что прямо бомбически хочется плакать. Поэтому, коллеги, вот с тегами у вас вообще большая беда, причем у всех. Вы пытаетесь пройти по тегам, по которым вы никогда не пройдете. В жизни никогда. Или пишите такую, то есть вы пишете теги ваших конкурентов, там, да, детские, мистер Макс, мистер там, мисс там Кити, там, не знаю, там, что угодно. Это не ваш контент. Если вы написали там, не знаю, если в вашем, если вы, грубо говоря, ларек, понимаете, а написали в описании, что вы супермаркет там, допустим, не знаю, Ашан, то люди, придя к вам, если придут, они увидят, что вы не Ашан. И увидят, что вы не Перекресток, а вы просто ларек. И пока вы ларек, не надо писать себе о том, что вы там глобальный игрок на рынке, да? Понятно, то есть внутренние и внешние факторы важны. Многие на внутреннее не понимают. И почему это критично? Потому что мы сделали свою студию и сделали все под ключ, чтобы я уже на этом этапе понял, что в принципе тут появляется три большие ошибки, да? В чем прикол? Когда мы начинаем вот здесь вот разочарование к нам приходит, мы начинаем искать виноватого. Вы плохо оптимизировали. Нет, вы плохо сняли его, поэтому он там плохо, да? А вы там плохо, то есть и все друг друга тыкают, ну, сливают, и непонятно, кто виноват. Поэтому вы, прежде чем заниматься своим каналом, просто пройдите по нашему проверке вашей гипотезы, да, и только потом начинайте действовать. Но не действуйте не глядя, а начинайте правильно идти. То есть вы должны заходить совсем, чтобы у вас там было совсем, сейчас покажу, наверное. Да. У нас только есть по тегам, да, по тегам большой есть мастер-класс, большой стрим есть по тегам, то есть огромные теги. Вот смотрите, то есть вот теги ваши ключи, да, есть информационные по содержанию, мультимедийные, навигационные. То есть ваша задача информационно-образовательная поначалу, сделать полезный контент, да, дальше частотность какую выбрать. Надо понимать, что если вы, надо сезонность, частотность, что это значит? Вы должны четко представить, что если вы сейчас, вот прямо сейчас начнете заниматься, что подарить маме на 8 марта своими руками, возможно, у вас получится. Но многие начинают заниматься роликом 8 марта, 7 марта или еще там, не знаю, 6 марта, считают, мы там заранее начали. Нет, надо начинать, то есть, прикиньте, если вы сейчас будете заниматься этим, как его, календарем декабрьским, там 30 роликов. Да, я хотел, да, вот заниматься. Это же вообще крутая штука, что мы с детьми делаем каждый день в декабре что-то для Нового года. Ну, вы не сможете, вы, знаете, почему никто не делает хорошо? Вы начинаете все в декабре, но вы не умеете планировать. Начните делать это вот, не знаю, в феврале. И к следующему декабрю придите. Но для этого у вас должны быть ключи, потому что сейчас декабрьский календарь, там, допустим, да, он низкая частотка. И вы сейчас можете, то есть вот приготовить полностью, собрать у всех конкурентов, сделать. Но сейчас подарок на 8 марта маме, это уже среднечастотка. 1 марта, там 5 марта, это уже будет высокочастотный запрос. А потом 9 марта это все упадет. Понимаете? То есть вы должны понимать и сезонность, и конкурентность запросов. Дальше, региональность. Вот опять многие совершают ошибку, они начинают делать региональные теги и ждут какого-то профита большого. Ну, например, вы живете в Греции, делаете канал там о Греции, да, или там как хорошо купаться в Греции. Ну, это, наверное, неправильный контент, потому что у него охват маленький, понимаете? А если вы сделаете, что взять или там, что делать, если ребенок боится моря, это большой контент и большой охват. Ну, чем полезнее у вас контент для определенного количества людей, тем лучше, потому что здесь самое главное, да, это полезность вашего контента. И сегодняшний стрим о том, как оптимизировать ваше детское видео, либо детский канал, это сделать его полезным не для вас,
а для зрителей, потому что вы будете, многие из вас не понимают, кто конкурент. Вы называете конкурентами людей или каналы, и часто вы говорите, знаете, то есть мой конкурент там мистер Макс. Я смотрю, думаю, вы серьезно? Это ваш конкурент? У него там на канале сейчас, грубо говоря, он может вложить там 200 тысяч евро ежемесячно в рекламу. Где ваша лучшесть? Чем вы сможете быть лучше, чем он? А теперь есть Лао Цзы трактат там, да, Сунь Цзы, да, 2000 лет назад было написано. Так вот, чтобы победить соперника, да, идти на него в атаку, у вас должно быть как минимум троекратное преимущество. То есть, если они кладут там 200 тысяч в рекламу, то вы должны 600 тысяч евро. У вас таких денег нет. И это не может быть вашим конкурентом. А кто у вас конкурент? Привычка людей смотреть канал. Что вы можете сделать? Вы можете анализировать и делать чуть-чуть лучше, попадать в похожее сначала к похожим, потом в рекомендованное, потом там и пытаться отжать кусок пирога у этого канала. То есть вы в реальной борьбе. А вместо этого, коллеги, вы начинаете какие-то себе там строить воздушные замки, потом у вас поэтому разочарование, да? Опять же, язык. Ну, смотрите, есть очень хороший пример, когда можно делать канал на разных языках. Как это значит? То есть мы просто берем и делаем канал, где дети не говорят. Мы просто пишем какой-то текст. Мы можем его озвучить, мы можем заменить его там, да? Тоже хорошо. Либо что-то говорит, допустим, закадровый голос. Либо мы что-то пишем, да? И поэтому, зная, нам надо охват, надо большой-большой охват, максимальный охват. И мы должны изначально по нашей с вами стратегии маленьких шагов, мы должны сначала идти по чуть-чуть. Если мы будем себе рисовать, посмотрите наш там мотивационный ролик, да? Где у нас? Вот. Если мы будем себе рисовать, вот мы, и у нас 100 тысяч, допустим, у нас 1000 подписчиков, а у другого канала 2 миллиона, то если мы будем смотреть на него сразу, то мы умрем, мы утонем, потому что у нас не хватит, я вас уверяю, не хватит самообладания и мотивации. Как правильно здесь делать? Мы понимаем, мы хотим завоевать вершину 2 миллиона. Мы поставили себе амбициозную цель и забыли про нее. Мы поставили, нарисовали и забыли. Цель наша – это перейти на канал 2000 подписчиков. Мы ищем каналы с 2000 подписчиков, ищем идеи и попадаем к ним в похожие, в рекомендованные. Мы отнимаем часть аудитории, анализируя то, что делают они. Потом постепенно переходим там на режим 5000 подписчиков. Понимаете? Потом постепенно 10 тысяч подписчиков. И у нас каждый раз победа. Мы каждый раз присутствуем. А если мы будем идти от 1000 к 2 миллионов, у нас каждый раз будет поражение. Вы будете пораженцы ежедневные. И у вас не хватит мотивашек никаких. А вы когда, то есть вы должны побеждать, потому что вот если рисовать, то пирамида наша, да, у нас вверху лидер, у лидера там, допустим, там 3 миллиона подписчиков, да, и мы идем снизу, мы идем к этой вершине, карабкаемся, потому что у нас здесь, допустим, там, не знаю, 100 тысяч каналов, у которых по 1000 подписчиков. Идем дальше, да, уже там 90 тысяч каналов, у которых по 2000 подписчиков. Дальше 80 тысяч каналов, у которых по 3000 подписчиков. Понимаете? И вы идете там дальше, потом вы доходите до планки 1000 каналов, допустим, там с 800 тысяч подписчиков. И уже здесь, уже с 1000, потому что здесь у вас 100 тысяч. И ваша задача победа, 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 победа. А вместо этого вы пытаетесь вот так, о-хо-хо,
и ничего не получается, и не получится никогда. Понимаете? Вы изначально обречены на провал. Правда? Ну вот да, так работает вся история. Давайте, я думаю, что вот смотрите, то есть изначально, да, первое, с чего надо начинать, это с проверки своей гипотезы. Проверки, вот открываете наш ролик, открываете вот эту карту и идете вот тестируете. Вам надо протестировать, потому что нет, я не спорю, что вы сделаете крутой канал. Я просто утверждаю о том, что если вы подготовитесь к нему и сделаете все правильно с самого начала, то будет хорошо. Вы сейчас похожи на людей, которые строят дом без проекта, но при этом вы знаете, что проект это сэкономит вам кучу времени, кучу денег. Понимаете? Потому что у вас четкое понимание есть, что, куда и зачем. Понятно. Все. Я вам дал сегодня базис, да, то есть по этому базису, то есть вы должны это переосмыслить, просто перерисовать и протестируйте свою идею. Вот просто сядьте с супругой там или с супругом и прорисуйте эту идею. Честно ответьте себе на вопросы. И потом нарисуйте себе конкурентов, потому что конкурентов это вообще конкурентам надо в ножки поклониться. Они делают то, понимаете, то есть люди, которые делают вместе с вами. Вы же здесь анализируете не удачи, а грабли, что у них получилось хорошо и что у них не получилось. Понимаете? И эти конкуренты, они как фокус-группа ваша, и вы постепенно их обгоняете, по чуть-чуть. Это марафон. Вот, поэтому такая вот песня. Вопросы? Пара-пара-па. Татьяна Денисова. Целевая аудитория мистера Макса в основном дети. Если снимать полезный детский контент, лайфхаки, поделки, то ЦА это родители, я так понимаю. Ну да, но смотрите, я прошлый стрим, когда отговаривал вас делать канал, там называется антидоходный канал на ютубе, да, я четко дал вам понять, что вы должны изначально, то есть дети, но задайте себе вопрос, как эти дети попадут к вам на канал. Вот как эти дети попадут, они не ищут ничего, они автоматически, у них пам, на канале вышло новое видео, они пам нажали и пошли. Они пам, другие смотрят там, да, мама включает, она им включает, раз, а ваша задача пока идет видео этого мистера там, не знаю, мистера Макса, мистера там что-то еще, ваша задача, вот его видео идет у ребенка на планшете, где угодно, ваша задача вот сюда в рекомендованные попасть, либо в следующее видео, похожее по контенту. Понимаете? Но очень часто вас могут найти мамы, потому что мамы, папы, братья и сестры вбивают в поисковую строку запрос. Знаете? Они пишут сюда. Что они пишут? Как шить или как сделать матрешку своими руками. Как сделать вот, не знаю, что угодно. И вы дайте контент это. Сначала вы. Вы должны, понимаете, то есть YouTube поймет, если вы если вас посмотрели какое-то видео, то он будет потом ваше видео подсовывать. И естественно, то видео, которое смотрит больше, понимаете, мистеру Максу не надо никакой оптимизации. У него изначально любое видео приходит там, смотрит там сотни тысяч человек сразу. Понимаете, и там Иван Гай, посмотрите, там никакой оптимизации вообще, там бах и сразу 5 миллионов там пришло, понял, да, нормально все. Понимаете? А вам надо вот постепенно, то есть они уже тут, у них все хорошо, но есть и хорошая новость, что здесь нет гарантии вечности вообще, от слова вообще. То есть вы должны сюда целить. Но помните, что я говорил, что не так, что сразу сюда, а постепенно, стратегия маленьких шагов. То есть вы сейчас, ваша аудитория не дети, а привычка этих детей смотреть этот контент. Как вы можете победить? Один из способов победить – это попасть в похожие рекомендованные к мамам, чтобы мамы к вам приходили и говорили: о, классный канал, подпишусь-ка я на него. А дальше уже дети, глядя там его, там, они уже начинают все это дело делать. Понятно, да? Дальше вопросы. Так, Александр Телемаков, привет.
Тай видео, привет. Так, деревенская жизнь про. На главной странице канала есть каналы похожие. Я так понимаю, YouTube предлагает моим зрителям меня в этих каналах. Да? Вот более того, сейчас YouTube очень сильно работает с главной страницей. Потому что сейчас, поймите, сейчас люди все меньше и меньше ищут поиском. У них уже их искусственный интеллект Ютуба. Когда вы приходите на YouTube, уже у вас на главной странице уже там разные ролики. Люди, которые смотрели ваш канал, смотрят еще и это. Либо люди смотрели, то есть вы ролик посмотрели какой-то, поставили ему лайк, да, и сразу же раз там люди, которые смотрели это, им нравится еще и это. И вам это ротирует постоянно, то есть делают главную страницу для вас, потому что очень скоро там на главной странице уже сейчас можно, да, ставить рекламу. То есть сейчас YouTube будет делать свою, как вот у Гугла есть главная страница, скоро будет YouTube главная страница. И там будет персонализированная выдача для вас, только для вас. На вашем планшете будет одна выдача для вас, а на планшете жены будет другая, на планшете, на ноутбуке ребенка будет третья, на одном и том же интернете. Понимаете? Это искусственный интеллект. И от того, какой качественный, полезный контент вы сделаете, будет зависеть ваш успех. Это главная мысль нашего сегодняшнего урока. Добрый вечер всем, что опоздал. Но я вот это как его. Кстати, я сегодня в клубе покажу эти примеры с, как называется, с руками, и это будет как одна из идей. Мы, кстати, решили с Екатериной, что мы будем делать в клубе идеи для детских каналов, там идея номер 1, идея номер 2, идея номер 3. Я буду там просто палить вам идеи эти, как его, ну, а тех, кто идеи мы не разберем, то мы дадим в паблике. Ну, потому что это реально живые идеи, их реально можно делать, и они, вот они с гарантией стрельнут. Это полезный и увлекательный и простой, там не надо заморачиваться. Гимнастика для рук, игровая, с песенками, со стишками, ну вообще бомбический контент. Уже написано, да, написано там, это как его, там, где на берег волна набегает, шустрые крабы друг с другом играют. Разминаем руку ребенка, да, там, где на берег волна набегает, шустрые крабы друг с другом играют. Красота! Если вы еще поставите вставочку с крабами, вот вкусные ролики. Понимаете? Полезные, вкусные, интересные ролики. Я в клубе сегодня покажу, как это работает. Дальше. Татьяна Денисова. Добрый вечер. Целый день смотрю пропущенные стримы. Большое вам спасибо, Татьяна. Мы стараемся. Вам вечера не хватит, это точно? С гарантией. Евгений, спасибо большое за комплимент. Я очень рад вас видеть в Одноклассниках. Вы прям шикарный человек. Гений, гений диванной критики. Знаете, передавайте привет бабушке и маме. Дальше поехали. Так. Звук есть? Так. Татьяна Денисова, поисковик Ютуба проработан под каждого человека, если я вбиваю в поиске запрос мое видео третье или второе, а просмотров по сути нет, или мое видео третье только для меня. Смотрите, YouTube изначально, он не понимает, ну отчасти, он думает, что если вы постоянно смотрите свое видео, то оно вам нравится. И поэтому при прочих равных он показывает его лично вам. И заблуждение то, что вы видите свое видео на первых местах по запросу и думаете, что так нормально, так и на самом деле оно так не может быть, вам нужен чистый браузер. Вы можете пойти, не знаю, там к другу, который никогда не видел вашего канала, и можете там набрать и посмотреть это, ну там или на работе, там зайдете или где-нибудь там, просто вот элементарный момент там, да, я очень часто заходим в банк, и я просто там ввожу запрос, какой мне нравится, я вижу выдачу там, как она есть там по этому региону, да. Это все вот работает именно так. Ваша выдача, она именно для вас.
И это не для всех. Раньше было как вот, да, на чем, почему я считаю, что SEO это умерло? Потому что по большому счету сейчас у каждого свой персональная выдача. Раньше мы могли купить одну ссылку с «Комсомольской правды», поставить ее на ролик, на статью какую-нибудь там, и этот запрос был бы там вверху полгода. И все, что оставалось, это просто брать деньги с клиента за эту статью. А теперь не так. И поэтому все по-другому. Как понять, что подписчики не накрученные? 2000, 5000, чтобы на них равняться? Хороший вопрос. Смотрите, опять же, как понять, что подписчики не накрученные? По вовлечению. Я рекомендую делать это как? То есть вы просто анализируете ролики, вот выход ролика, сколько людей их смотрит, да, а дальше смотрите, то есть там элементарно нормальная ситуация, когда вот я считаю нормальная ситуация, когда 10% от количества подписчиков. Ну, то есть, если на канале 1 000 000, ролик посмотрело 100 000 человек, это нормально. Если на канале там 100 000 человек и ролик должен посмотреть там 10 000, ну, нормально. Ну, пусть 7 000, нормально. Но когда на канале там 200 000 человек, а просмотров 500, то это немножко настораживает. Вам никто не скажет правды, но по большому счету это просто. Ну, опять же, смотрите, как ВКонтакте, допустим, можно смотреть там, да, ВКонтакте ставят сердечки очень часто, да, там, то есть вот там сердечки, лайки, просто посмотрите 5-10 аккаунтов этих вот людей, которые ставят сердечки, лайки, да, и посмотрите, сколько они там, на какое количество они подписаны. По большому счету мы не знаем и никогда не узнаем, подписчики накручены либо нет, потому что смотрите, у меня есть канал, который мы открыли в 2010 году, да, в 2010, и потом на него забили. И там сейчас порядка 30 000 подписчиков, да, но просмотров мало, ну, относительно, да, но там они не накручены, они сами по себе набирают, потому что с этой аудиторией никто не работал. И очень часто есть забытые каналы, хорошие каналы, да, но с подписчиками, которые там, ну, спящие, они про них забыли. Почему? Потому что у них в сайт-баре, там где, вот честно скажу, я подписан на каналов, может, 300, а реально перехожу на них очень редко, вообще редко. Вот я раньше там фанател от многих там каналов, там, да, там ролики там не пропускал, а теперь они крутые, да, а теперь не смотрю вообще, ни разу даже не заходил за год, да, то есть надо понимать, что всегда это же вот кто-то победил и завладел моим вниманием, да, и соответственно они у меня в подписчиках болтаются, но я не смотрю, да, вот я скажу честно, да, потому что в принципе я подписан там на многих людей там, да, ну, но не смотрю, банально времени нет. Я даже Дудя смотрел там, ну, не знаю, пару раз всего, наверное, в жизни. И то так на ускоренной перемотке. Ну, потому что как его подача идет. Понимаете? То есть, ну, вот так. А узнать вот где и как, ну, то есть я рекомендую как? 10% от, вот если на канале, допустим, у меня нормальный показатель для ролика, если спустя месяц, да, на нем там 500-700 просмотров. Это нормально. Да, ну, вот в этом формате. А так нельзя сказать. Вот. Причем, смотрите, вы должны, вот помните, мы говорили, что должны быть активные подписчики. Вы должны работать с активными подписчиками, давать им полезный контент. Вот и шевелить их. Мы же говорим вам, говорим, коллеги, давайте пишите нам видеоотзывы. Кстати, о видео. Большое спасибо за видеоотзывы, то, что вы присылаете, но прошу вас, не снимайте видеоотзывы в машине, когда вы едете. Я категорически против стримов в машине за рулем. Вот против вообще там, да, потому что за рулем надо рулить. И вот к чему это говорю, что вот отчасти мы ваш на опросы там, на это там клуб туда-сюда, мы пытаемся вас расшевелить, чтобы дать вам полезный контент, чтобы вы попросили, сказали, потому что если не говорите, то сидите и вот и ничего. Дальше. Я пропустил только 2. Ну, 2 это хорошо. Катя, привет. Добрый вечер. Столько противоречивой информации о продвижении детских каналов. Как понять, кому верить?
а никак. Понимаете, то есть сама по себе информация, она настолько разрознена, потому что у каждого своя правда. И я, вот для чего мы сейчас сделали клуб, и для чего мы приглашаем туда детские каналы на выборке, да, чтобы я мог сказать, друзья, я научу вас продвигать детские каналы. И сразу вопрос, чем докажешь? Я скажу, вот у меня есть раз канал, два канал, три. Вот мы взяли, он был такой, вот он сейчас вот такой, а вот отзыв от его владельца. Понимаете? Это называется кейс. А сейчас ни у кого таких кейсов нет. Ну, все врут. Вот реально. Потому что, ну, я кое-где лукавлю, да, потому что таких кейсов нет. Ну, сейчас это только-только начинается. Понимаете? То есть никто этим, ну, мы не можем заниматься чьим-то каналом вплотную, потому что это все очень дорого по времени и нет гарантии результата. Знаете, есть люди, которые говорят, я продвигал канал, начинаешь копать, и там получается, ну я тоже делал аудит канала трансформатора. Но я же не говорю, что я там работал с трансформатором. Ну, с Портнягиным, да? Нет. Мы сделали аудит, он сказал, спасибо большое, Александр, пришел к нам в школу, видеоблог, сказал, спасибо большое школе за качественный аудит, ребята, вам успехов. Ну и все. Но я не поднимаю это на знамя и несу там, типа, я там работал. Многие поднимают там такие, там, типа, мы там работали, там, разные там, да. Ну, я нет. Я хочу результат. И сейчас я тоже, то есть, то есть у нас вообще без гарантий. Я просто делюсь с вами контентом, который я считаю вам будет полезен сэкономить время. Понятно? Вопросы? У матросов нет вопросов. Это хорошо. Скажите, зачем мне вступать в ваш клуб, если вся информация есть в школе бесплатно? Абсолютно верно. Вся информация в школе есть бесплатно. В клуб вступать не обязательно. В клубе просто будет более, наверное, точная помощь. Вот так вот, да. И я сейчас, да, мы с нашими коллегами, с нашими сотрудниками там, да, мы пытаемся создать группу, да, ну клуб, наверное, да, группа ВКонтакте, клуб, где мы делимся опытом, где мы рассказываем, показываем, чтобы вы могли где-то делиться в каком-то месте опытом и в комфортной обстановке. То есть некое комфортное сообщество, да, то есть потому что там есть вопросы, которые надо решать. Вот у многих из вас есть вопросы, которые надо решать прямо сейчас, прямо сегодня, там, да, прямо там на этой неделе. И не только я хочу, чтобы мои там одноклубники могли посоветовать, дать совет, дать какой-то ответ и помочь решить проблему своего одноклубника, потому что и я в этом случае понимаю и думаю, что люди будут ждать от клуба этой же реакции на себя взамен. Надо понимать, там, да? Вот получить совет, консультацию можно не только от меня, а можно и внутри клуба. Причем такое сообщество. Причем я делаю его закрытым именно потому, чтобы оно было комфортным. Понимаете, это, наверное, одно из таких главных условий. И я вот сюда перейду, да? Это создание комфортного пространства для роста. Потому что вот вчера был вопрос, мне написали, говорит, можно я напишу в личку? Нельзя, напишите в клубе. Напишите в клубе, я послушаю там, да, потому что вот это закрытое, там нельзя, вот это то, где сообщество, где люди помогают друг другу, да, вот. Потому что изначально я сторонник того, что сначала надо выйти на доход, а потом уже масштабироваться. А многие пытаются изначально масштабироваться, то есть мы там наберем 100 тысяч подписчиков, там миллион, и потом будем доход. Нет, надо проверить, это как стартап, вы делаете изначально MVP, знаете? Вот. Но опять же, это хорошее, полезное знакомство заводить там, да, потому что разные ниши. Вот вы, когда в нише, допустим, будет мамочка там с мамского или кулинария, рукоделие, какой-нибудь бизнес.
Да, вот это знакомство тоже хорошо работает на этом формате. То есть это больше, наверное, полезное знакомство, да, в комфортном пространстве, да, пространство вообще для общения и для обмена опытом, для ответов. Знаете, я когда обучаю вас, обучаюсь сам. Когда вы кому-то отвечаете на вопрос или там читаете. Например, вчера вот вчера мы вечером сделали в группе 5 блоков, да, вопросы там, нет, идеи для рукодельных групп, для рукодельных, идеи для детских каналов, идеи для кулинарных каналов, да, то есть разбили это и просто идеи. Для чего? Потому что я буду там, у меня огромное количество идей. И я буду там эти идеи показывать группе в первую очередь. Но это все будет и на канале. Понимаете? Но в группе я смогу обсудить. Вот сегодня, допустим, пошли по тегам, вот сегодня в группе был вопрос по тегам, и я сегодня эти теги для детского канала сказал на стриме. Это первоочередно, но это же все бесплатно. Понимаете? То есть вы вполне себе, это никакой там не просто какой-то контент будет в группе быстрее, чем на канале. Ну, много быстрее. И все. Ну вот. То есть там просто обмен опытом в закрытом сообществе, куда не придут там различные там, не знаю, неадекваты и не начнут там будоражить все это дело, да, и причем хочется опять же, чтобы люди, которые поверили в нас, в нашу идею, получали что-то большее и полезное, ну, вот хотя бы на этих этапах. Это да. Вот. Ну и зачем вам там быть? Это, наверное, это вообще мы хотим, чтобы это было место, где вы смогли бы быть в центре бурления идей, в центре бурления, допустим, какого-нибудь бесконечного опыта, да, бесконечных там, допустим, вопросов, ответов, и для того, чтобы ваш канал, ваша идея продвигалась в сообществе равных, потому что когда люди объединены одной целью, я в это вот верю, когда люди в этой убеждены, что они хотят заработать, то они вместе приходят к результату гораздо быстрее, чем по отдельности. Отдельно вы тоже можете прийти, вы можете сами изучать, можете показывать, это же ничего страшного, потому что там мы даем еще дорожные карты, знаете, ну давать дорожную карту для всех это утопия, ну вот честно скажу там, да, потому что если я сейчас, допустим, выкачу дорожную карту для детского канала, то я получу миллион вопросов у каждого детского канала своя идея. А в клубе это будет 5 вопросов, потому что это 5 каналов. Знаете, 1 и 5 разница есть. Правильно? Вот. То есть, ну и опять же, смотрите, это обмен опытом в сообществе равных по духу и по идее, да. И вот это сама по себе групповое взаимодействие, оно работает интенсивнее. У вас интенсивнее усваивается информация. Я так думаю, потому что мне интересно в сообществе развиваться и спорить, да, получать. Я же не гуру, я не претендую на такого всезнайку, я тоже учусь, понимаете? И я хочу учиться с результатом, знаете? То есть это получается формат разных видов взаимодействия абсолютно, потому что мы можем писать видео, ролики, там идеи какие-то, спорить, да, там, ну, в формате таком, да, вот. Дальше поехали. О, торт-бутик. Так. Да, смотрите, Елена, все есть, вот все, что есть в школе, это бесплатно и всегда будет бесплатно. Все стримы, мы ни разу ничего не, как называется, не закрываем, все, и это оно и есть бесплатно, всегда будет. Татьяна Денисова. Много раз слышала, что ниша развлекательных детских каналов перегружена, насколько это занято. Так, еще раз. Татьяна Денисова. Много раз слышала, что ниша развлекательных детских каналов перегружена. Насколько занята ниша полезного детского контента? Ниша полезного детского контента не занята и никогда не будет занята. Потому что детей становится все больше и больше, а образовательных интересных каналов все меньше и меньше. Все почему-то идут в развлекалово. И я только что час вам рассказывал о том, что сначала надо дать полезный контент, а потом развлекалово.
Это чтобы вам было понятно. Сначала мы идем в школу, в школе учимся, и если мы хорошо отрабатываем, у нас получаем, ну, в школу видеоблогеров, мы получаем хороший, грамотный канал. А если мы сначала ковыряемся там во всех частях тела и потом пытаемся хапнуть где-то какой-то курс за 200 тысяч рублей, по этому курсу что сделать, то мы получаем дырку от бублика. Это нормально. Вот это нормально, потому что надо понимать, что и люди, они хотят сначала получить что-то полезное от вас, а потом дать вам что-то взамен. Вот я хочу от вас получить что-то взамен, и я даю вам полезное. И прошу, говорю, подпишитесь на нас, поделитесь видео, да, добавьте наш канал в интересные каналы. Я вам говорю, вот сейчас стрим смотрит 60 человек, нас добавить 3 в интересный канал. Ну, может, 2. Знаете почему? Потому что остальным лень. А чего это я буду? Я ж тут все бесплатно. Знаете? Я с этим живу, и вы с этим будете жить. Поэтому, нет, все четко, все нормально. Поэтому надо понимать, что вот ниша, она перегружена даже, но смотрите, чем сильнее соперник, чем значительнее победа. Толку от того, что вы будете, допустим, там, ну, первый ларек на остановке, да, или там вы будете первый в нише какой-нибудь там города. Надо думать масштабнее. Я хочу стать первый в нише продвижения и монетизации русскоязычных каналов на YouTube. Знаете? Я себе сформулировал, я им стану. А кем будете вы, зависит от вас. Потому что, в принципе, в клубе нам все равно, кем были вы до, мне важно, кем вы выйдете оттуда, какой канал будет у вас там. И если у вас канал будет, я буду считать, что он никакой, то я предложу вам его переделать с нуля. Потому что я, как я говорю, я клиентам всегда своим говорю, представьте, что я гинеколог. И вот мне не надо ничего скрывать, да, если вы там его накручивали, то давайте мы сразу это поставим и переделаем его там, да, с нуля, потому что это потом будет нам хуже, когда мы выйдем, допустим, какой-то оборот и ничего не сможем делать, потому что у меня есть опыт и грабли. И если у вас есть вопрос, зачем мне туда вступать, значит, вы пока не готовы, пока вы должны самостоятельно школу изучать. Вы будете готовы, когда у вас вам надо будет системный подход. Первое, второе, третье, четвертое, именно для вашего канала. То есть там ничего нового. Там просто в карте будет подборка, у нас сейчас 1500 видео, там просто будет подборка из ваших, для вашего канала, из наших видео. Просто скомпинуем. Знаете? Все. Дальше. Мистер Геймер. Можно ли продвигать канал в Ютубе вообще без накрутки и так далее? Все просто, я смотрю ваши видео и не только стараюсь улучшать канал, там, конечно же, еще мало просмотров, так как далее, но снимаю как бы то, что в тренде на YouTube и все равно будет показывать в самом низу. Друзья мои, да не снимайте вот то, что в тренде. В тренде бывает такой тренд, что просто трендец. Вот реально, да? Вы снимаете полезный контент, которым люди захотят делиться. Которые люди хотят смотреть, это постепенный шаг. Вот мы делали первый стрим, 10-й стрим, было 5 человек, было 3 человека на моем стриме. Я, Катерина, Настя, еще там Катерина. Понимаете? И нормально. Потом было 10 человек, потом 15, сейчас уже 70. Знаете? А будет 700, а потом будет 7000, и нормально. Вот это нормально, то есть, да, нет, надо, инвестиции нужны, бесплатно не получится сейчас ничего, ну, то есть бесплатно надо, это вот хорошо, смотрите, я сейчас иду каждый день стрим и на школе там 3-4 ролика в день, понимаете, много, и мы все равно сейчас еще и начинаем, то есть, но мы специально ничего не покупаем, никаких посевов, мы хотим понимать, как сейчас работает органика, ну, то есть реальная выдача, ну, потому что у нас это не цель сейчас заработка. У нас цель другая немного. У нас цель это сделать такое сообщество, знаете, на основе, на базе канала. Вот. Поэтому, а так можно, да. Смогу ли я задать свой вопрос лично вам в личные сообщения? Друзья мои, отвечаю на вопрос. Мне в личное сообщение писать не надо, не отвечу. Вот реально. Потому что, ну вот реально, да, есть школа видеоблогеров, там есть ролики. У вас возник вопрос, грубо говоря, вы пишете вопрос под роликом, находите
тематический вопрос, задаете, ищете по каналу, там пишите свой вопрос и находите ролики. Если такого нет, то пишите в сообществе нашем, в Ютубе есть сообщество там или в группе в любой, пишите: у меня есть вопрос, пишите там. Личные вопросы не отвечаю, нет времени. Вот реально, желание есть, времени нет. Вот понимаете, я сейчас вот вижу, у меня сейчас на скайпе там 22 сообщения непрочитанных. И там из них там 12 заказчики, например, там, да, то есть у меня есть ли время вообще с кем-то здороваться? Наверное, нет. Понятно. Поэтому давайте сразу определимся. Ни мне, ни моим коллегам писать в личное сообщение вообще не надо. Это бесполезно. То есть вы вызовете только раздражение. Когда я прошу, не пишите в личку, то это значит не пишите в личку. Понимаете? Ну, зачем? Зачем мне? Мы канал делаем для того, чтобы вам помогать. Но если вы хотите, чтобы вам лично помогли или там лично выслушали вашу историю, то есть консультационные часы. Там, да, 6 тысяч рублей час. 2 часа 12 тысяч, 3 часа 18 тысяч. И я буду слушать вас бесконечно, только платите. Потому что я за это время, за ваши деньги найму других людей, которые будут делать ту работу, что делал я. Все. Время, деньги, оно невосполнимо. Но вопрос, который вы задаете, мы сможем потом по нему, если он правильный и у нас нет на него ответа на канале, мы сможем по нему потом записать видео. В клубе мы это видео пишем быстрее. Ну, для тех, кто в клубе. Вот и вся разница. В клубе дамы и господа получают реакцию на там буквально там полчаса. Ну там 2 часа, 3 часа, ну день. А в школе можете получить там за 2 недели. Ну нормально. Или за месяц. Как пойдет. Видеоблог кондитерской мастерской торт-бутик. У меня тоже есть бутик идей. Кондитерская мастерская тоже круто. Вот. А скажите, пожалуйста, что за группа? Друзья мои, группа. Да, вот уже ответили. В описании стрима есть ссылка на видео про группу. Ну, с большего, это группа, я только что объяснял, да, это группа людей, это группа тех, ссылочка внизу, просто заполните форму и мы сразу говорю, у нас нет там предоплаты, там какой-то воронки, туда-сюда, мы ручным отбором идем. Мы хотим создать сообщество, и мы создадим тех людей, кто заинтересован продвигать свой канал профессионально при помощи экспертов. Но это не так, что вам прям взяли и начали вас продвигать. Нет, вы просто будете получать оперативную, вот, там уже есть, я не буду повторяться, там есть огромное количество всего этих роликов, о чем, почему и как. Так, все, да? Так, коллеги, большое спасибо, что пришли. Не буду вас больше утомлять. Всем спасибо за просмотр. Приходите в нашу школу видеоблогеров, да? Еще прошу, участвуйте в вопросах. Вот вверху есть вкладочка «Сообщество». Перейдите туда, и там вопросы. Нам важно ваше мнение. Понимаете? Про отзывы что было? Не понял вопрос. Нам важно ваше мнение. И вот я сейчас вот в стриме вверху написаны правила. Правила написаны для всех. Вот прежде чем вопрос свой задавать, то вы его сформулируете. Потому что я в следующий раз, вот да, за нарушение правил просто буду банить. Вот и это все переходит в клуб, да, то есть вот опросы мы просим, да, видеоотзывы. Друзья, видеоотзывы все просто. Сейчас есть, у нас идет акция, вы можете в феврале, написав правдивый отзыв о нашей школе видеоблогеров, прислав ее нам, получить один из там 3 подарков, да. Это либо аудит канала бесплатно вашего 15-минутный, да, либо там шапка для вашего канала, либо 5 обложек, либо подбор тегов для вашего канала. Потому что это такие боли у вас, которые мы можем сообща решить. Поэтому это сейчас в ваших силах получить по акции февраля, соответственно, получить все это дело от реальных команд профессионалов. Вот. Все. Ответил на вопрос. И прошу, вот участвуйте в вопросах, вот по-человечьи, да, потому что вот просишь, вам же
вам же надо контент этот, потому что я сейчас, вот я улетаю на консультации там, да, мне не будет там 2-3 дня, а потом я приеду и разленюсь. Зачем эти стримы каждый день, зачем ответы на… Есть консультация, приходите ко мне, получайте. Я за 6 тысяч в час буду вас консультировать. Понятно, да? Все, коллеги, спасибо большое за просмотр. Еще один отзыв про аудит можно? Да, смотрите, тут уже у нас есть люди, которые получили там 2 бонуса, 3 бонуса, 4 бонуса и пишут отзывы. Да, потому что вот кто-то, пока вы сидите, чешете голову, там что-то порешал все. Понятно, да? Все, коллеги, до свидос, спасибо за внимание, до свидания.